Привет, армия. Подписчики Чимина и Чингука начали отправлять Тэхёну полные ненависти сообщения в разделе фан-почты Уиверс. Они делают это, потому что знают, что Тэхён часто читает и отвечает там. Это их раздражает, особенно когда он взаимодействует с аккаунтами, связанными с ними. Многим ясно, что они просто пытаются заставить его чувствовать себя некомфортно. Однако есть и те, кто хочет, чтобы Тэхён продолжал отвечать на сообщения как обычно. Увлечение нападками лишь подтверждает правоту тех, кто не хочет видеть его счастливым или умиротворенным. В фандоме говорят, что самая противоречивая часть – это подписчики Чимина. Они заслужили дурную репутацию из-за такого поведения, вплоть до того, что их считают причиной большинства внутренних раздоров. По правде говоря, ни Тэхён, ни Чингук не виноваты в том, что случилось с Чимином, их личные жизни никак не связаны. Чимин и Даин известны тем, что вместе с 2018 года. Некоторые корейские СМИ даже предположили, что их отношения могли продолжаться во время его службы в армии. Когда агентство все же решило высказаться, они сделали это через официальный пресс-релиз, не на Уиверс. Такие вопросы не проясняются на фан-платформах, а скорее через официальные СМИ. Более того, Чимин был замечен посещающим мероприятия с Намджуном. Они разделяли моменты как друзья, что указывает на то, что он продолжает наслаждаться жизнью без каких-либо видимых проблем. Тот факт, что он не встречал Тэхёна и Чингука на публике, не означает, что между ними есть что-то негативное. У каждого из них есть свои моменты и свой круг друзей. Если он предпочитает молчать перед лицом слухов, то это потому, что он чувствует, что нет необходимости добавлять что-то к разговору. Так почему же винить Тэхёна и Чингука за то, что они вместе? Они годами разделяли моменты, их близость реально видна даже в самых простых деталях, их взглядах, их улыбках, в том, как они сопровождают друг друга, их отношения не зависят от того, что говорят другие, и не от необходимости что-то доказывать, это часть того, как они понимают друг друга и строят свои отношения. Тревожно видеть, как некоторые фанаты доходят до крайностей, например, идут в кафе отца Чимина, чтобы надавить на других или выразить свое недовольство. Такое поведение переходит все границы, это вторжение в личную жизнь семьи, чего никогда не должно быть. Перед лицом всего этого негатива самое главное – защитить Тэхёна и Чингука. Они заслуживают душевного спокойствия и возможности продолжать строить свою жизнь так, как им хочется, не сталкиваясь с проблемами, которые их не касаются. Лучшее, что могут сделать фанаты, это заполнить раздел «Письма фанатов» на Уиверс с посланиями поддержки, любви и уважения. Напомните им, что их любят и что есть люди, которые действительно ценят то, что они представляют вместе. В конечном счете, все это показывает, что негативная реакция связана не с поступками Тэхёна и Чингука, а с тем, как некоторые люди интерпретировали произошедшее с Чимином. Они не несут ответственности за чужие решения или жизни, они просто продолжали делиться, как обычно, поддерживая друг друга в горе и радости. Это единство, вдохновляющее многих, должно быть источником гордости, а не обиды. Говорить о Тэхёне значит говорить о моментах, которые кажутся реальными. Не нужно их преувеличивать, ведь они и так имеют свой собственный вес. Любовь в чистом виде возникает, когда кто-то показывает тебе, что ты самое важное, без необходимости говорить это пафосными словами. Именно это многие видят, когда Тэхён и Чингук вместе, связь, переданную простыми, но сильными способами. Одно из самых обсуждаемых воспоминаний – 9-часовая поездка Чингука к Тэхёну. Это не было частью плана и не было связано с работой, это было личное решение, принятое из желания быть рядом. Путешествие измерялось не только километрами, но и смыслом – отложить все ради любимого человека. Это прозвище прижилось, потому что оно отражало то, чем Тэхён был для Чингука – человеком, который стоит любых усилий. Был еще один незабываемый момент. Тэхин был в центре внимания, и весь зал смотрел на него. Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью поговорить о себе, он переключил внимание на Чингука. Он небрежно упомянул, что у него день рождения, и попросил всех отпраздновать. Это был честный и любящий момент, в котором он показал, как сильно он ценит Чингука. Он мог бы насладиться этим моментом только для себя, но предпочел разделить его и заставить Чингука сиять еще ярче. Такие детали раскрывали место, которое он занимал в его жизни.
Особенностью Тэхена был не только этот жест, но и их последовательность в показе того, как много они значат друг для друга. Мы говорим не об одном событии, а о серии моментов, которые демонстрировали одну и ту же закономерность. Выбор друг друга превыше всего, неожиданные поездки, слова, сказанные в нужное время. То, как они были вместе, показывало, что они не просто друзья, а кто-то гораздо более важный в жизни друг друга. Что делало все это таким запоминающимся, так это то, как естественно это происходило. Это не было вынужденным, это не было незнакомым. Казалось, все получилось естественно. Тэхён, давая себе возможность выделить Чингука, Чингук, путешествуя по континентам только ради встречи с ним. Они учат, что любовь строится на простых, но значимых поступках, не на обещаниях, которые со временем тускнеют, а на действиях, которые говорят сами за себя. Тэхён напомнил, что любовь можно проявить в простых вещах. Взглядах, совместном смехе, словах, сказанных шепотом в толпе – это маленькие фрагменты, которые, сложившись вместе, рисуют большую картину, историю, которая подлинна, потому что ее не нужно скрывать или оправдывать. Каждый раз, когда они поддерживают друг друга, это укрепляет мысль о том, что дело не только в совместной работе или жизни вместе, потому что они в группе. Более того, это личная связь, которая остается крепкой со временем. Когда Тэхён искренне говорил о Чингуке, а когда Чингук решил переехать с одного континента на другой, чтобы встретиться с ним, они передавали что-то без необходимости объяснять. То, что установлено между ними, понимается поступками, а не словами. Для тех, кто внимательно следит за его историей, Тэхён представляет собой одну из самых значимых пар в индустрии развлечений. Не потому, что она идеальна или идеальна, а потому, что наглядно демонстрирует, как два человека могут ценить друг друга среди жизни, полной требований и общественного внимания. В глубине души ясно, что Тэхён и Чингук выбирают друг друга снова и снова, в долгих поездках, в отвлекающих словах, в повседневных мелочах, которые многие могут упустить из виду. Это постоянство делает их отношения уникальными, историей, которую стоит рассказать и запомнить. При внимательном рассмотрении отношений Тэхёна и Чингука первое, что бросается в глаза, это повторяемость определенных жестов. Это не импровизация или случайность. То, что они делают, повторяется снова и снова, словно язык, на котором они говорят только друг с другом. Это повторение не происходит просто так. Когда кто-то ведет себя одинаково по отношению к другому человеку в разное время, это означает, что он чувствует это естественно, а не вынужденно. В случае с Тэхёном эти жесты понятны и легко узнаваемы. Они часто прикасаются друг к другу без страха, они стараются сидеть рядом друг с другом, как будто это их естественное положение. Они обмениваются взглядами дольше обычного. Любой, кто смотрит со стороны, может увидеть, что между ними нет никакого дискомфорта. Напротив, это отражает доверие, близость, соучастие, которое трудно игнорировать. Интересно, что это не единичный случай, это не разовое дело, это повторяется в различных контекстах и моментах их жизни. Эта последовательность открывает нечто более глубокое, что они двое всегда решают быть рядом друг с другом, даже посреди требовательной рутины, путешествий или общественных мест. В мелких деталях кроется большая истина. Они всегда ставят друг друга на первое место. Примеров множество. Есть неожиданные поездки, такие как многочасовой перелет Чингука, чтобы встретиться с Тэхёном. Есть способ, которым Тэхён, привлекая всеобщее внимание, выделяет Чингука в особые моменты. Например, когда он напоминает зрителям, что у Чингука сегодня день рождения, перед тысячами людей. Эти моменты подтверждают, что они видят друг в друге больше, чем просто участников группы. Они показывают, как много они значат друг для друга. Отношения Тэхёна не нуждаются в ярлыках или долгих объяснениях. Достаточно просто понаблюдать за тем, как они общаются, чтобы понять, что между ними сильная связь. Они никогда не ведут себя так, будто им нужно кого-то убеждать. Все это отражается в том, как они смотрят друг на друга. Они ищут друг друга, они поддерживают друг друга в любой ситуации. Естественность, с которой они это делают, показывает, что они не следуют сценарию и не играют для публики. Они просто живут этим. За эти годы эти отношения оставили свой след именно потому, что повторяются в самых разных формах. Неважно, хотят ли некоторые люди отрицать то, что происходит прямо у них на глазах, на самом деле продолжают появляться новые доказательства, подтверждающие одно и то же. Тэхёна и Чингука объединяет что-то выходящее за рамки обычного. Самое захватывающее то, что им не нужно объяснять это словами.
Их язык – это действия, жесты, которыми они обмениваются, могут показаться простыми тем, кто смотрит издалека, но в сочетании они рассказывают целую историю, соприкасающиеся плечи, опираться друг на друга, не задумываясь, безоговорочно делить личное пространство, сцепляться взглядами. Когда никто этого не ожидает, каждый момент – это нить, которая укрепляет ткань их отношений, это не отдельные действия, вместе они формируют узор, который со временем становится невозможно отрицать. Positivity. I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better.